Всем привет! С вами Алина, ваш учитель русского языка. Сегодня давайте обсудим, как сказать на русском for. Я решила сделать видео на эту тему, потому что это одна из самых частых ошибок. И дело в том, что в русском у нас есть 4 варианта, как сказать for. На, для, за и ничего. То есть нет никакого предлога. И естественно, что студентам всегда трудно понять и выбрать правильный предлог. Чтобы вы никогда не делали такую ошибку, смотрите это видео до конца. Для того, чтобы узнать, какой предлог выбрать, нам нужно понять, что вы имеете в виду. Так, например, давайте начнем с предлога «для». Мы будем использовать «для», когда мы говорим о пользе или о выгоде для себя или для другого человека. Таким образом, мы можем сказать «Он сделал это для меня». Или он открыл дверь для девушки. В этом случае и девушка, и я, мы получаем какую-то пользу, какую-то выгоду. Поэтому мы используем предлог «для». После «для» мы всегда используем родительный падеж. Также запоминайте, какие падежи мы используем после предлогов, потому что они везде разные. Далее, когда мы говорим об обмене или о замене чего-то одного на другое, в этом случае мы будем использовать предлог «за». «За» плюс винительный падеж. Например, я заплатила за билеты. Вы в данном случае меняете деньги на какой-то продукт, и поэтому мы платим за что-то. Или еще один пример. Он сделал за меня уборку. И еще одна важная фраза «спасибо за». Всегда после «спасибо», когда вы хотите кого-то поблагодарить, вы используете «за». Например, «спасибо за помощь». Следующее значение – это забрать или получить что-то. Таким образом, мы можем сказать: я вышла за кофе. Он заехал за мной. И в том, и в другом случае мы имеем в виду забрать. Да? Он заехал за мной, то есть он заехал, чтобы меня забрать. Или я вышла за кофе. Я вышла, чтобы купить, чтобы получить кофе. Еще одно значение – это «за» или «против». То же самое, как в английском. После «за» мы здесь используем винительный падеж, но после «против» у нас родительный. Например, «я за свободу слова» или «я против свободы слова». И последнее значение, его, наверное, будет труднее всего понять, потому что таких значений будет много похожих, но постарайтесь слушать внимательно и понять, о чем я говорю. «За» мы используем в значении «в течение». То есть в течение какого-то времени мы что-то сделали. И здесь важно понять, что мы будем использовать «за», когда говорим о результате. Обязательно должен быть результат. Или в прошедшем времени вы сделали что-то за какой-то промежуток времени. Или в будущем времени вы планируете что-то сделать, вы планируете достичь какого-то результата за какой-то промежуток времени. Например, я прочитала книгу за 3 часа. То есть мне потребовалось 3 часа, чтобы прочитать книгу. Действие закончено. И тут запомните обязательно, что если у вас есть «за», то ваш глагол всегда будет в совершенном виде. Это совершенный вид «прочитать». Или «за этот год мы многое пережили». Такой же смысл. «За этот год». Здесь вы можете заменить «за» на предлог «в течение».
Я прочитала книгу в течение 3 часов. В течение немного труднее, потому что нужно менять падеж, и поэтому я всегда советую использовать «за». Но не забывайте, что только когда мы говорим о результате. Следующий предлог «на». И снова, когда мы говорим о времени, то есть временное значение. Но здесь разница в том, что мы говорим больше о процессе. Например, он поехал в Москву на неделю. В данном случае на неделю. То есть это какой-то план. Это еще не результат. Даже если он уже вернулся, нам это не важно, потому что здесь мы делаем акцент на вот этом промежутке времени. Целая неделя. Целую неделю он был в Москве. И поэтому это просто процесс, это еще не результат какого-то действия. Мы не хотим делать акцент на результате. Мы делаем акцент на процессе, на этом промежутке времени. Или другой пример, она вышла на минуту. То есть всего минута, неважно, какой у вас промежуток времени. Или это неделя, большой промежуток времени, или это всего лишь минута. Нам это не важно. Мы делаем акцент именно на каком-то процессе. То же самое, очень похожее значение, это deadline. И там, и тут мы используем винительный падеж. Например, это задание на завтра. То есть на завтра. Завтра это deadline, и поэтому мы используем на. Или планы на лето. У лета есть начало, и у лета есть конец. Поэтому это в какой-то степени дедлайн, и мы можем использовать здесь на. И последний вариант, самый интересный, когда на английском у вас есть предлог, а у нас нет ничего. То есть, используя какой-то падеж, мы показываем значение этой фразы. И снова мы говорим о времени, и снова мы говорим о процессе. Таким образом, мы можем сказать, она читала 3 часа. Вот здесь чаще всего люди делают ошибку, потому что she was reading for or during 3 hours. И всегда что-то люди здесь ставят. Она читала на 3 часа, она читала для 3 часа, она читала за 3 часа. Нет, нет, нет. Если вы говорите о процессе, и если вы используете несовершенный вид глагола, всегда будет ничего. Всегда будет пусто, 0. И таким образом она читала 3 часа. Или он работал там 2 месяца. Разница между вот этой фразой и фразой, когда мы говорим «за», где есть «за», там всегда совершенный вид глагола, потому что там результат. Здесь у нас акцент на процесс, то есть всегда несовершенный вид глагола. И еще один вариант, когда в английском вы используете предлог for или to, и на русском мы не говорим ничего. Это когда у нас есть получатель. Получатель действия или получатель какой-то вещи. Здесь, конечно, мы будем использовать дательный падеж. Например, подарок мальчику. Используя дательный падеж, мы уже показываем, что мальчик – это получатель этого подарка, и поэтому нам не нужно использовать никакой предлог. Вот здесь тоже очень часто делают ошибку, потому что и в испанском, и во французском, и в английском вы используете какой-то предлог, потому что это косвенное дополнение, это не прямое дополнение. Но в русском языке у нас нет ничего. Или еще один пример. Я купила себе новую одежду. Я купила себе. Вот себе стоит в дательном падеже. И поэтому мы здесь не используем никакой предлог. На этом все. Я надеюсь, это не было очень трудно. Понятно, что много разных вариантов, много похожих значений, но постарайтесь посмотреть внимательно еще раз, посмотреть это видео, если вам нужно, и посмотреть на примеры, которые я даю. Между ними всегда есть разница. Понятно, что там, где
3 временных значения, разница очень маленькая, но она есть. И я уверена, что вы все можете ее понять и можете понять, когда нам использовать какой предлог. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, изучайте русский язык вместе со мной. Также не забывайте, что я даю индивидуальные уроки. Если вам нужна помощь и если вы хотите изучать русский язык непосредственно вместе со мной на индивидуальных занятиях, всегда можете писать мне в Telegram или забронировать урок прямо у меня на сайте. Ссылки все вы найдете в описании.